Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И в гостях в студии Павел Яковлев, создатель, бессменный руководитель портала «Атомная энергия 2.0». А это значит, что сегодня о новостях атомной энергетики в России и не только. Павел, добрый день. Приветствую вас всех. Павел, наверное, такое знаковое событие, которое точно нельзя обойти вниманием. Встреча генерального директора корпорации «Росатом» с президентом России. Как ни удивительно, было много слов сказано в камеру. Обычно все было намного более лаконично. Мы услышали достаточно много, достаточно разного. Кое-что я, например, до конца не понял, но, может быть, вместе попробуем разобраться. Начинайте. Да, как мы знаем, это ежегодные встречи. В прошлый раз это было в августе 2023 года. В этот раз это случилось в октябре. И я по своему собственному мнению хочу отметить, не хочу говорить выдающиеся, но очень серьезные результаты Росатома по множеству направлений. И в первую очередь меня вдохновила цифра в 400 тысяч человек. Ну да, и слова Лихачева о том, что к концу десятилетия им нужно 300 тысяч новых сотрудников. Там и пенсия подходит, и расширяются многие-многие проекты. В общем, такой запрос со стороны ведущей нашей технической корпорации, по уровню технического развития, с кем его можно сравнить, разве что с Роскосмосом. Ну и, конечно, у нас еще есть Сколково там и прочее, но мы не будем с ними сравнивать, на всякий случай. Кстати, в беседе было отмечено, что Росатом является третьей промышленной корпорацией по объему уплаченных налогов в бюджет, а первые два остаются, наверное, может быть, Сбер и Ростех. Сложно сказать, я вообще внимательно пытался слушать, но, если честно, где-то на 5-й минуте чуть не упал с дивана. Я понимаю, что, может быть, господин Лихачев волновался, но вот на его фразе рост средней заработной платы 11% за прошедшую пятилетку, вот тут я и упал. Это потом уже выяснилось, что это имелось в виду в среднем за год. Что если 11% за пятилетку, это то же самое, что 0, но вот такая фраза прозвучала. Которую можно помножить на 11% рост производительности труда. Ну, это да. То есть одновременно как бы в советские времена, во всяком случае, во времена сталиномики, именно так это и выглядело. Если вы хотите, чтобы на вашем заводе росла зарплата, будьте добры увеличивать производительность, снижать себестоимость, тогда все в полном порядке. И это было нормально. Был прямой стимул делать то и другое. Но вот даже в наши капиталистические времена Росатом эту тенденцию решил, что нужно сохранить. Вообще началось именно с экономических показателей. Я уж не знаю, как вам, Павел, а я, поскольку привык числами думать, я, честно говоря, недоумеваю. Законтрактовано на 10 лет на 52 триллиона рублей. Это понятно. При этом сказаны слова о том, что рассчитывает дойти до 100 триллионов рублей. Но дальше последовала фраза «вышли на 1,5 триллиона в год». Это выручка. Выручку он обозначил совершенно точно. 3 триллиона рублей по итогам этого года. Из них 1,2 триллиона рублей – это новая продукция. Рост по показателю год к году сразу 24%. Вот так. А вот что за загадочные 1,5 триллиона в год, то ли объем инвестиций. Это по ядерной продукции. Вот строительство АЭС, эксплуатация, продажа электроэнергии. Это чисто ядерный бизнес Росатома, который он является основным. Ладно, я так понимаю, что надо все это выписать и фразу за фразой расшифровывать. Что касается налогов, да, более 1,5 триллионов рублей по этому году, это действительно, на мой взгляд, достаточно значимо. Можно там пересчитать в какие-нибудь, не знаю, евро, если кому-то так удобнее, но мне кажется, это уже потихоньку начинает быть похоже на налоги, которые поступают от Роснефти и Газпрома. То есть так уверенно движемся вперед. Рост на 15,5% за один год, это много. При том, что эти налоги, они и выплаты, и страхование, они не только на этапе продажи продукции, но на всей цепочке создания продукта, работы персонала.
То есть это не просто ты взял природный ресурс, продал, и с этого ты имеешь какую-то маржу. А эти деньги распределены по самому широкому спектру социальных, научных, академических, образовательных объектов, заводов, само собой. Ну, может быть, вот это число, которое он называл, 1,5 триллиона в год, рублей, разумеется, это, наверное, все-таки инвестиции самого Росатома, не оборотные деньги, а то, что он инвестирует внутри России. И напомню, что научный дивизион, как он там правильно называется, наука и инновация. Теперь уже Росатом наука. Ну, вот, слава богу, слово инновация исчезло, потому что терпеть его не могу. В русском языке вроде хватает. Туда идут инвестиции совершенно уверенно, причем не только в этот дивизион. Научные подразделения есть в каждом дивизионе. В топливном, в добывающем, везде можно найти. И туда инвестиции просто необходимы. Так или иначе, атомная энергетика все равно остается самой передовой, самой научной частью энергетики. И атомная энергетика и наука, вот, что было первым, что было вторым, два таких сиамских близнеца. Итоги, ну, в принципе, красивые. При этом Лихачев рассказал о том, что рост выручки за рубежом сразу 23% по отношению год к году, при этом порядка 80% реализации идет в дружественных странах. Ну, во всяком случае, так господин Лихачев обозначил. Страны тоже известны. Строительство идет новых атомных электростанций в Египте, ну, в Турции мы сами себе строим, слава богу, в Китае, в Индии, в Бангладеш, ну, действительно такой... В Иране. Ну, про Иран обычно все молчат, как-то это такая зона умолчания, хотя строительство второй очереди Бушевской атомной электростанции идет, да, с остановками. Причины остановок известны, у Ирана отнюдь не все просто с финансированием, по каким причинам тоже известно, если мы можем считать себя лидерами по числу рестрикций в адрес России, то по продолжительности равных Ирану нет. С 1979 года можно на пальцах пересчитать, сколько лет он не находился под какими-нибудь санкциями, или настоящими со стороны ООН, или всевозможными западными. То есть это и отключение от SWIFT, и рестрикции против нефтяной отрасли. Вот как только какие-то деньги находятся, следующий просто этап, заморозка денег. Ну и просто украсть деньги. Это такая одна из западных ценностей, одна из западных традиций, от которых они не намерены отступать. Ничего не поделаешь, традиция. Так что, ну, как у Ирана находится возможность профинансировать очередной этап, так работа и движется. Ну и в числе самых крупных достижений за минувший год, 23-й, это как бы одновременно был и отчет, и планы Росатома на ближайшее время. Самым крупным достижением за 23 год генеральный директор считает выход на 100% мощности белорусской атомной электростанции. Я думаю, что он совершенно прав. Тем более, что с Белоруссией целый пакет новых направлений в работе Росатома. Это уже не атомные, не ядерные. И логистика, и цифровые технологии, и аддитивные технологии, да, и накопители энергии, и создание инфраструктуры для обращения с отходами, включая там финальную изоляцию отходов. И, по-моему, намечено уже и в ядерной медицине, то есть там целый пакет такой. Поставка радиоизотопов, препаратов. То есть там, я думаю, то, что возвращение Беларуси в отечественный атомный проект нам, нашим обеим странам, нашему союзному государству только на пользу. Напомню, что за время строительства атомной электростанции в Островце участвовали в тендерах на поставку оборудования белорусские предприятия. 8 белорусских заводов получили аттестацию со стороны Росатома, то есть качество продукции, которую они предлагают, полностью соответствует требованиям атомной индустрии. Они немножко более высокие, чем в любой другой, но вот 8 таких заводов уже есть. А что касается общестроительных работ, то белорусские компании присутствуют уже и в Бангладеше, и в Египте. И в Венгрии. По непроверенным слухам они готовы высадиться еще и в Венгрии. Но в Венгрии там какие-то проблемы еще с визами, там что-то вот такое непонятное. То разрешают, то запрещают. Ну, в общем, я думаю, что все это решится. Так что... Борис Ильич, пока мы не слишком далеко ушли от зарубежных денег, вот важный момент, который, я считаю, нужно отметить, что Алексей Евгеньевич поблагодарил Владимира Владимировича за создание финансовой системы поддержки
экспортных кредитов. И в том числе вот он сказал, что я хочу вас поблагодарить за принятое решение уже много теперь лет назад, решение об инструментах поддержки атомного экспорта. Это очень эффективный инструмент кредитования страны заказчика. Во-первых, деньги к нам возвращаются с процентом, во-вторых, собственно, осваиваются они в Российской Федерации. И, конечно же, мы создаем проекты на сотни лет в этих странах в прямом смысле слова. Это инструмент поддержки экспорта, он очень хорошо работает. Ну, я в свое время разбирал даже с калькулятором в руках, как все это выглядит на примере Египта. Да, межгосударственный кредит, 22 миллиарда долларов, 10 лет, 3,8% в год. Все, ужас, Россия сама себя разоряет, куда-то деньги вколачивает. Степень локализации 30%. Значит, 70% из этой суммы идут внутрь России, на наши предприятия, на цепочку производственную самого Росатома, на предприятия, участвующие в тендерах. У нас хватает поставщиков Росатома. При этом они приходят совершенно бесплатно. Больше того, государственный бюджет в дальнейшем получает платежи по самому проценту. То, что приходит напрямую в Росатом, разумеется, вся наша система налогообложения на месте. То есть государство собирает налоги раз, наши предприятия получают заказы, у нас обеспечены рабочие места два, и как вишенка на торте те самые проценты, которые предусмотрены по контракту. Исключительно так же ситуация выглядела и в Беларуси. Степень локализации, правда, повыше. Белоруссия более подготовлена была, чем египетские атомщики. Нельзя сказать, что в Египте про атомную энергетику ничего не знают. Исследовательский реактор работает. И, кстати, такой тонкий момент. Реактор был американский и остается американский, но когда Египет объявил тендер на поставки топлива с ограничением по обогащению 20%, этот реактор был поставлен тогда, когда этого ограничения не было, там, по-моему, 40% обогащение было по урану 235, то есть надо, чтобы реактор продолжал работать, но другое обогащение. Росатом совершенно спокойно справился. Так что вот эти межгосударственные кредиты, они действительно такая, ну, по-моему, это не только Россия использует, многие страны. Можно посмотреть, как Китай это делает. То есть мы готовы вам дать и денег, и построить, и вообще все сделать. И помочь создать собственную промышленность. Потому что в Турции, по-моему, эта цифра была 50% локализации. И я хочу сказать по поводу последних атомных форумов в Стамбуле, который вот последний прошел этим летом. Ну, в Турции какой-то взрывной рост атомных технологий. То есть они очень активно развиваются не только свои производства, но и научные институты пытаются создавать, международное сотрудничество. То есть турки очень активно включились в ядерные технологии. Ну, не только в ядерные, на самом деле. Там, когда шел этап общестроительный, со стороны руководства нашего Росатомовского было удивление о том, какие качественные стройматериалы готовы предоставлять строительная индустрия Турции. Это и арматура, которая имеет там целый список дополнительных требований, они совершенно спокойно с этим справлялись. Мне кажется, что нам это только на пользу. Можем посмотреть, как это делают там, взять какую-то часть технологий себе. А если в том же темпе наращивать количество зарубежных заказов, то у меня такое впечатление, что рано или поздно российская промышленность перестанет справляться, потому что темп набран. Борис Ильич, она уже давно не справляется, потому что ряд компаний российских, которые занимаются участием в тендерах, сопровождением, поставками оборудования, уже давно размещают заказы в Индии и в Китае на ту же самую арматуру, и титанового класса, и класса второй безопасности. И это уже стало нормой. Ну да, с учетом того, что развивать производство в России сейчас крайне сложно, под такие проценты тяжело. Вот, наверное, язык сам подсказал слово Белоруссия. В Беларуси ставка рефинансирования 8,5%. То есть сейчас выгоднее заниматься развитием, в том числе и атомного производства, разумеется, в Беларуси или на белорусские кредиты в любой другой стране. В России взять кредит нельзя. Так что сложилось. Наверное, так надо. Борис Ильич, ну что, пойдем дальше? Двигаемся, хотя многие числа не понимаем, но я думаю, что такой подробный разбор с калькулятором, это как-то отдельно надо сесть мне и посчитать, как все это выглядит. Был вопрос со стороны Владимира Владимировича, что с долей генерации атомной в общем балансе, который в России имеется, был такой очень интересный ответ. Алексей Евгеньевич сообщил, что порядка 19%, но если добавить ветровую генерацию, тогда получается 20%. Вот.
действительно ветро-АГК, там под разными названиями, сейчас какая-то смена всех названий идет. Ну, вот заявить, что у нас целый 1% генерации приходится на долю Росатома, ветрового, смелое заявление, у системного оператора другие данные. Несмотря на бурный рост зеленой энергетики в России, он так кратно увеличивается. По итогам 2023 года могучие солнечные ветровые электростанции долю заняли 1,2%. Я считаю, что очень хороший темп развития. В таком темпе нам еще лет 100 и нормально будет. Мы прибавляем каждый год по 0,1%, а иногда даже по 0,2%. Вот. Я, как известно, являюсь сторонником зеленой генерации, ветровой, солнечной. Я очень ее люблю, но чем дальше это происходит от России, тем больше моя любовь. Вот. Новое название компании «Росатом. Возобновляемая энергия». Хорошо, то есть ветро-АГК нам уже не подходит. Хотя на самом деле вот из некоторых таких новых направлений, ну, мини-ГЭС, то, что начаты уже 2 проекта в Киргизии, то есть помимо 2 контрактов на ветро-АГК, я приветствую Росатом. В принципе, когда ветровое подразделение было, Росатом особо не скрывал своих намерений наработать опыт внутри России, и основное направление зарубежное, потому что там это везде очень востребовано. Вот что сказал, то и сделал. Первые 2 контракта есть. Следующий ожидается, по-моему, в Мали, тоже ветровые. Ну, сейчас не про них, про то, что мини-ГЭС пошли от Росатома. Возобновляемая энергетика, возобновляемая. Сейчас, совсем недавно, появился контракт на, вот не помню, где у нас в России, будет строиться биореактор для переработки отходов сельского хозяйства. В Дальнем Востоке, по-моему. Ну, да. То есть такие неожиданные направления совсем уж. Вот, если про мини-ГЭС после покупки завода в Венгрии ну, как-то можно было ожидать, то вот такие новинки, биореакторы. А по-моему, это ЗИО Подольск будет их делать, в том числе. Ой, ну, как известно, заводу имени Орджоникидзе в городе Подольске все равно какие котлы делать. Вот он слышит слово «котел», атомный там котел, химическое что-то там горит, для мусор горит. Лишь бы слово «котел» было, ЗИО Подольск способно справиться с чем угодно. Заказы от Лукойла, там, по-моему, на Ярихском месторождении не просто котлы, они направляют пар в шахты, пожалуйста, то есть все что угодно. Мусоросжигающие предприятия, нужны котлы, которые будут выдерживать температуру 1200 градусов, пожалуйста. То есть в этом отношении Подольск марку держит. Начинали они, если кто-то забыл историю этого предприятия, с паровозных топок. Вот после того, как слово «топка» на заводе появилось, неважно, каков уровень развития, любой котел. Из таких свежих примеров тоже ЗИО Подольск, да, абсолютно атомное подразделение. Контракт на строительство угольных электростанций в Казахстане будет строить Интеррау на котлах Подольского завода. Уголь, ну хорошо, не важно. Важно, что вам нужен котел, будет. Борис Леонидович, может мы вернемся в самое начало и озвучим экономические показатели еще раз? Давай еще раз медленно, с чувством, с толком. Среднегодовой рост выручки 24%. Это очень много, мне кажется. Рывком. Хотя, с другой стороны, если надо, наверное, внимательно посмотреть, что у нас в 2023 году в России произошло, чтобы вот такой скачок был. То, что сдали 2-й блок в Беларуси, что еще было? Может быть, ЛДБА, хотя, может быть, она была и ранее как-то озвучено. Ну, может быть, но с другой стороны, в 2023 году, если мне память не изменяет, было сразу 5 комплектов произведено оборудование долгого периода производства, то есть вот внутриреакторные комплекты, корпуса реакторов, ну, наверное, вот этот скачок. Для тех, кто не помнит, на всякий случай напомню, что 5 комплектов за 1 год – это рекорды по сравнению с советскими временами, хотя на тот момент в отрасль были активно включены предприятия на территории Украинской Советской Социалистической Республики. Сейчас их нет. Помогали в том числе и прибалтийские заводы, теперь их тоже нет. Тогда была Прибалтика советская, сейчас антисоветская. Ну, все это выключилось. Но по советским временам рекорд по такому оборудованию был 3 комплекта в год. То есть здесь не какой-то шажок, а сразу
через 2 ступеньки, может быть, вот, наверное, с этим связано, потому что таких рекордных поставок не было еще. Но ведь вряд ли остановится, потому что в этом году ожидается еще и запуск первого блока Курской атомной электростанции 2. Я так понимаю, что в начале следующего года первый блок Аккую должен быть запущен. Рупур тоже подходит. Рупур, да, там, по-моему, там уже была загрузка имитаторов ТВС. Расскажем, что такое загрузка имитаторов ТВС, для чего нужна? Поясните, пока мы не дошли до имитаторов, на прошлой неделе Волгодонский Атомаш отгрузил 3 парогенератора для китайской АЭС Сюдапо 4-го энергоблока. И, по-моему, в новости было сказано, что общий вес оборудования превысил 1000 тонн и что-то такое, ну какое-то огромное количество. Не, они по 500 тонн весят, то есть 3 пары, значит, 1500 тонн. Вот. Я надеюсь, что там обязательно какой-нибудь блогер должен быть, который отследит, как будет выглядеть доставка из Волгодонска в Китай. Потому что это и путешествие по нашим каналам, по морям, через Суэцкий канал и так далее, и так далее. То есть это такое путешествие. И, кстати, Алексей Евгеньевич особо отметил успехи, благодаря в том числе Владимиру Владимировичу и передаче Росатому дальневосточного ФЕСКО, компании дальневосточного пароходства, то теперь Росатом создает глобальную транспортно-логистическую систему, в том числе с международными партнерами. Одна из них – это Объединенные Арабские Эмираты, с которыми была создана совместная компания. И в том числе Китай и Индия активнейшим образом включаются в развитие Северного морского пути и в новые транспортные, так сказать, контейнерные логистические системы Росатома. Ну, проект интересный. Мне не очень понравилось, что они вот так вскользь прошлись. Лихачев, конечно, сообщил о том, что в этом году ожидается новый рекорд по грузообороту до 40 миллионов тонн. Но при этом ни он, ни наш президент ни слова не сказали о том, что было задание в адрес нашего уважаемого правительства о том, чтобы грузооборот был в 2024 году 80 миллионов тонн. Это как бы осталось где-то за скобкой. Я не к тому, что я ехидничаю по поводу того, что в 2 раза ниже получился результат. Но неплохо было бы провести анализ, почему, что произошло. Я не призываю кому-то оторвать голову, просто разобраться, что не было сделано, чего не хватило, потому что без работы над ошибками исправить их точно нельзя. А вот это как-то мимо. Не очень понятно почему, может быть, потом за кадром поговорили, пообсуждали. Это не вина Росатома, Росатом отвечает только за логистику, значит, те, кто должен был обеспечить такой грузооборот, грузопоток, со своей работой не справились. Ну, соответственно, это должно каким-то образом быть оценено, должны быть какие-то прикидки, разговоры о том, что у нас будет большой Северный морской путь. Напомню, что после того, как мы решили отказаться от сталинского наследия в Арктике, сталинское наследие в Арктике, я имею в виду государственные границы, в советские времена решение было до предела простое. Иосиф Виссарионович не был географом по образованию, поэтому поступал просто. Вот Северный полюс. Что у нас на западной границе? Мурманск. Одна линия. Что у нас на восточной границе? Вот пролив там какой-то есть. 2-я линия. Вот это наша, а остальное. И желающих оспаривать не было. В 90-е годы мы подписали все международные конвенции. У нас акватория Северного морского пути начинается в проливах между материком и Новой Землей, Маточкин шар. Вот где-то там. То есть Мурманск у нас теперь не в акватории Северного морского пути. Мы его развиваем. Грузооборот Мурманска растет, при этом грузооборот Северного морского пути не растет. Архангельск за пределами Северного морского пути. Предложение Росатома, вот большой Северный морской путь, начать как раз от Архангельска, признать правду жизни, что это наш главный арктический порт, и заканчивать на южном побережье Камчатки. Идеология тоже до предела понятная. Вот там внутри вот этой акватории действительно требуются суда арктического класса, а все остальное можно из Архангельска, если возникнет какая-то точка перевалки на востоке, развозить обычными конвенционными судами с тем, чтобы, раз уж построили для арктических вод, чтобы эти суда оттуда не выходили. Ну и, разумеется, вот слова сказаны, между строк опять нужно каким-то образом читать. Грузовой арктический флот вошел внутрь федерального проекта, и проблема грузового арктического флота будет решаться
в рамках правительством поставленных задач. В очередной раз напоминаю, что из всего морского экспорта, из всего объема всех грузов, сырьевых, несырьевых, неважно, вот берем 100% груза, на своих судах из России уходит 10%. Все остальное на судах зафрахтованных. Соответственно, когда нам рассказывают о том, что у нас валюта утекает, это отнюдь не только финансовые спекуляции, это не лихие олигархи, которые прибыль где-то прячут, это необходимость просто платить всем судовым компаниям на этом свете. А с учетом того, что мы получили 22 тысячи рестрикций, вот недавно кто-то занялся подсчетом, насчитал. Иран, конечно, от такого темпа бледнеет, у него всего 12 тысяч, это прям за считанные годы взяли, обошли. Они столько лет на вершине Олимпа были. Это, соответственно, суда, там этот флот по-разному называют, теневой, серый, я уже название черный слышал. Там. То есть это непростой вид спорта, это фрахт с перезакладами, с какими-то посредниками, новые страховые компании, но это в любом случае деньги, которые уходят из России. Вот, просто как факт. Удастся ли исправить когда-нибудь эту ситуацию, мне сказать сложно. Есть подозрение, что рано или поздно был в свое время план расширять мощности Балтийского завода уже в Кронштадте, на острове, у самого Росатома. И вроде бы даже обследование береговой линии было, но больше я новостей с этой страны не слышал. Есть такое подозрение, что дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Если Алексей Лихачев говорит о необходимости грузового арктического флота, дальше должна раздаться фраза «ну и построй». Борис Ильич, а вы слышали новость про разработку Курчатовского института атомного подводного газовоза, который сможет пройти Северный морской путь за 12 суток? Вместо 20 он будет оснащен, предполагается, 3, но, скорее всего, наверное, будет 1-2 реактора Ритм-200. Длина судна 360 метров, ширина 70, высота 30, осадка 12-13 метров. Грузовместимость 170-180 кубических метров. Ну, я вот во все времена относился к Курчатовскому институту с огромным уважением, очень хочется сохранить это чувство и в дальнейшем, но я вынужден напомнить, что плотность морской воды больше 1000 килограмм на кубический метр, плотность СПГ 600 килограмм, осадка 12-13 метров – это не Северный морской путь. Это что-то другое, потому что в проливах глубина не превышает 10 метров. Я так понимаю, он еще будет подводным. Ну вот как утопить то, что легче воды? Ну, наверное, уже какие-то есть антибалластные или... Ну, замечательно. Сколько тогда будет стоимость такой перевозки, если вы вынуждены таскать балласт просто для того, чтобы утонуть? Так что давайте оставим это ученым. Оставим, пусть ученые думают, как нагрузить балластом и балласт возить в акватории Северного морского пути быстрее, чем кто бы то ни было. Это замечательно. Ну, выглядит, конечно, это мощно. Мощно. Вот 600 килограмм кубометр плотности СПГ, 1000 плотность воды. Это надо утопить. Значит, нагружаем балластом и балласт таскаем взад-вперед. Ну, ладно, хорошо. Давайте. Вот, мощный проект, 12 метров глубины. Где? Там, в районе Северного полюса будем? Ну ладно. Алексей, рост выручки, как мы сказали, в России был 23%, а за рубежом 24% в России. За рубежом это было 23%. Зарубежная то есть сопоставимо, абсолютно сопоставимо. Были сказаны слова про хозяйство Шубина, ядерно-оружейный комплекс, 3 направления, отметил Алексей Лихачев: обеспечение глобального паритета, это тоже понятно, разработка оружия на новых физических принципах и неядерное оружие, в том числе для нужд СВО. Знаю, что для многих звучит как-то странно, неядерное оружие со стороны Росатома. Просто могу напомнить, одна из разработок под руководством Игоря Васильевича Курчатова лета 1942 года, броневая лаборатория Ленинградского физико-технического института, физико-технического института в городе Казани. Почти полгода возглавлял эту лабораторию. Это разработка брони для танков. В том числе в июне 1942 года можно было посмотреть одну из разработок. На тот момент была проблема, увеличивалась мощность артиллерийских снарядов
нацистской Европы, там же многие производили, там не только немецкие артиллерийские орудия участвовали, но и многие другие, там чешские, датские, там, ну, все старались. Проблема была в том, что да, можно увеличить толщину брони, но тогда маневренность исчезает. И вот в июне, повторяю, 1942 года разработка в лаборатории Ленинградского физтеха, необходима навесная решетка. Лето 1942 года, повторяю. При этом, поскольку это Ленинградский физтех, была рассчитана толщина прутьев, размеры ячейки. Замечено, что в случае возникновения проблемы с броневыми патронами, я же не сказал FPV-дронами, да? 1942 год их тогда еще не было, необходимо две решетки. Аккуратно рассчитано, как их одну относительно другой сместить, на каком расстоянии повесить. То есть то, что у нас сейчас абсолютно новым кажется. Повторяю, июнь 1942 года, результаты испытаний на полигонах, то есть это не теоретическая разработка была. Так что Росатом немножко знает и про неядерное вооружение, но я думаю, пройдет каких-нибудь лет 30-40, и мы узнаем, о чем речь. Главное не торопиться. Да, Борис Ильич, можно вам вопрос? Как эксперту по энергетике, Алексей Евгеньевич сказал, что в России очень высокий коэффициент использования установленной мощности, КИУМ так называемый, более 80%. Вот для вас это очень высокий уровень? Это очень высокий. Это речь именно об атомной энергетике. У нас КИУМ в среднем в России не превышает 52%. Это одна из тех проблем, которые Министерству энергетики когда-нибудь придется решать. Если это не решать, мы будем видеть ту же ситуацию, к сожалению, которую мы видели летом этого года на юге. Мощности есть, но вот объединенная энергосистема юга. Вот вроде бы у нас там Ростовская атомная электростанция. Но если посмотреть на систему вывода, мощные линии электропередач высоковольтовые доходят до городов и здесь заканчиваются. Связанности не хватает. Если атомная энергетика как-то эти проблемы решает, то обычные угольные, газовые, здесь проблема, поэтому здесь КИУМ 52%. Есть еще один момент, я с огромным почтением отношусь к успехам Росатома, но из песни слова не выкинешь. Если тепловая генерация участвует в регулировании пиков спроса утреннего и вечернего, маневрирует мощностью и так далее, то Росатом в этом не участвует. Будет участвовать. Сейчас уже технологии маневрирования уже повсеместно во всех новых проектах, даже в микрореакторе Shell-FM 10 мегаваттном, от 20 до 100% уже стандарт отраслевой становится. Я ни с чем не спорю, но если мы говорим о крупнейшей атомной электростанции в России, Ленинградская атомная электростанция, сколько у нее сейчас мощность, 2 реактора РБМК по 1000, 2 раза по 1200, вот она самая большая. Проект строительства гидроаккумулирующей электростанции в Ленинградской области Росгидро разработала лет 10-15 назад. Не может найти финансирование. К тому моменту, когда будут достроены оставшиеся 2 блока, мощность Ленинградской атомной электростанции будет больше 6 гигаватт. Ну, казалось бы. Попробуйте, государственная компания Росгидро, она государственная корпорация Росатом, может быть, решите проблему, как сделать так, чтобы все реакторы работали в оптимальном режиме. Хороший проект гидроаккумулирующей электростанции. Но он по-прежнему не реализуется, у нас по-прежнему это запрещено. К сожалению, проблема была впервые поднята генеральным директором Росгидро Николаем Григорьевичем Шульгиновым в 2018 году. Она никуда не делась, мы никуда не торопимся, у нас время есть. При строительстве гидроэлектростанции подготовка ложа хранилища не входит в капитальный затрат. То есть, если я компания, которая решила инвестировать, вот там зона затопления, отселение людей, решение всех экологических проблем, там, свести лес, разобраться с могильниками, с любыми химическими веществами, это я не могу в свой инвестиционный план, это мой подарок. После того, как гидроэлектростанция начинает работать, водохранилище – государственная собственность. Ну, казалось бы, как-то надо решить вопрос. Нет, он не решается. Поэтому будем ждать. Росатом, я так понимаю, пошел по своему профессиональному пути. Поскольку запрещено строить гидроаккумулирующие электростанции, будем маневрировать мощностью. И правильно, впереди у нас еще и спектральные реакторы. Там точно с этим проблема будет решена. Ритм 200, водно-водяной реактор, вышедший из воды на сушу, звучит красиво. Он, конечно, маневрирует мощностью, потому что его изначально придумывали для
атомных ледоколов, а там требования самые разные могут быть, в том числе и выдерживать крены, удары о борт и все что угодно, они ко всему готовы. Так что, ну, это маленькие. Да, и, кстати, вот новое топливо ТВС-2М, которое Твелл разрабатывает, в том числе для индийских реакторов, когда Кулам, ВВР-1000, в будущих топливных компаниях, во-первых, они их увеличат до 18 месяцев, и там также появится возможность маневрировать мощностью в Индии на наших российских реакторах. Ну, я надеюсь, понятно, о чем речь. Оптимальный режим работы классического энергетического реактора 100% мощности, и не трогайте, пока не настанет пора поменять топливо. Есть утренний пик спроса, вот мы все проснулись, пошли на работу, у нас сразу все включилось. Там, если вы живете в городе, вы понимаете, что одновременно открылась масса заводов, офисов, включился транспорт. Мало того, вы еще на кухню пошли, кофеварку включили. Происходит все это разом. Скачок мощности. То, что находилось в резерве, должно мгновенно выйти на 100% мощности. Сейчас Росатом в таком регулировании не участвует, но возможность маневрировать мощностью без ущерба для атомного реактора вполне позволяет. Ну и вечерний пик точно такой же. Мы все ушли с работы. Раньше в советские времена фактор личного потребления казался невысоким. Вот сейчас я наконец увидел числа, как это выглядит. По результатам 2024 года ожидается рост спроса на электроэнергию в России 3,9%, рост личного потребления в квартирах, домах и так далее 7,9%. И еще плюс искусственный интеллект. Вот без искусственного интеллекта. Который, кстати, в мире достиг уже, по-моему, 1% потребления электроэнергии. Это отдельная тема, но просто повторюсь, наш личный спрос вот в наших жилищах, в наших квартирах, домах почти 8% за год. Так что это такой отдельный фактор, который надо уметь учитывать. Надеюсь, когда-нибудь Министерство энергетики сумеет это сделать. Пока не получается. Я не клевещу на Министерство энергетики, смотрим на июньскую ситуацию в Объединенной энергосистеме Юга, смотрим на блокаут на Дальнем Востоке. К сожалению, хотелось бы не смотреть. Борис Ильич, прошу прощения за дотошность, но вот 80% с точки зрения мировых стандартов КИУМ на атомных станциях. Ну, если смотреть отчеты Росэнергоатома, то не 80, а 82. Да, ну 83, да. Теперь уже 83. Ну, максимально, по-моему, было одно время в Соединенных Штатах 85. Борис Ильич, они сейчас заявляют о 91%. Ну, может быть, но мы никуда не торопимся. С учетом того, что происходит в атомной энергетике США, напомню, было 108 реакторов, осталось 92. Может быть, коэффициенты вырос, но атомных электростанций меньше стало. Но это такой важный момент для атомных станций, потому что столько много закладывается в их создание, строительство и их эффективность, так сказать, работы в течение года. Ну, это экономический показатель, на самом деле. И показатель ремонтного персонала, обслуживания, выхода из строя, оборудования, длительности топливных компаний. То есть в этот процент заложено много факторов. Ну, по советским временам было порядка 71. То есть мы растем аккуратно, без спешки. Но я не думаю, что в атомной энергетике нам торопиться. Давайте лучше шаг за шагом. Давайте будем аккуратно вписывать. Это во многом зависит еще от системы вывода мощности. То есть если есть возможность выводить мощность постоянно, то хорошо. А если Россети где-то не успели, системный оператор не проследил, будут проблемы. Надеемся, Дальний Восток будет крайне активно развивать свои энергетические сети для будущих атомных станций там. Ну, надеяться можно, но для этого нужны большие изменения в нашем законодательстве. Пока ничего нового мы строить не будем. К сожалению, факт. Факт объясняется очень просто. Я, опять же, не передергиваю факты. Был конкурсный отбор мощности для Объединенной энергосистемы Юга. Он провалился, потому что ни одной заявки не было. Причины достаточно очевидны. По действующему законодательству Министерство энергетики, разрабатывая условия конкурсного отбора мощности на строительство новых электростанций, должно предусмотреть возврат инвестиций в полном объеме за 15 лет. Я вложил деньги, через 15 лет я их полностью вернул. 6,7% годовых. Если я энергетическая компания, я просто пошел в соседний банк, положил их на депозит под 20% и больше ничего не делаю. И на попытки Министерства энергетики призвать к порядку ответ ровно один. Я не могу пренебрегать экономическими интересами своих акционеров. И это чистая правда, потому что предложить своим акционерам поучаствовать в каком-то бизнесе, который требует очень серьезных усилий, разработать проект, защитить Ростехнадзоре, решить строительные вопросы, укомплектовать оборудованием, решить с Россетями и так далее, вместо того, чтобы просто подписать
в 3 экземплярах 1 договор в банке. Ну, и получить в 3 раза больше денег. Пока этот момент у нас законодательство не будет каким-то образом устранен, мы можем сколько угодно любоваться тем, что разработал системный оператор в схеме и программе развития до 30 года, в генеральной схеме размещения новых объектов генерации до 42 года. Но тут либо-либо. Либо менять закон, либо добиться того, чтобы ставка рефинансирования хотя бы как-то соответствовала условиям конкурсного отбора мощности. Поскольку действиям Центробанка мы противопоставить в нашей стране ничего не можем, значит, нужно ждать изменения законодательства. Подождем. Рано или поздно. 42-й год далеко. Борис Ильич, а что вы думаете о технологиях будущего, так называемых, включая квантовые, суперкомпьютеры? Ну, это вообще отдельная большая тема для разговора. С удовольствием пообщаемся, но я думаю, что это надо отдельно выделять. Мы можем привести несколько фраз Алексея Евгеньевича. Да, для анонса. Для анонса, в том числе, если год назад Росатом представил 16-кубитный компьютер, в этом году это уже 50 кубит, и по этой цифре мы вошли в топ-5 стран мира. Не, ну рывок за год, это, конечно, фантастика какая-то. Тем более, что это же не все. Это то, что мы имеем по нынешним технологиям, а есть же еще и фотонные технологии. Да, и не все их развивают. И всего 2 страны в мире развивают вот эти все 4 направления. Это Россия и наш давний друг США. Ну, я думаю, что вот совсем высокие технологии, это надо какую-то отдельную передачу делать, потому что там... Может быть, с кем-то мы кого-то пригласим тоже. Ну, мне, слава богу, повезло. На старости лет жизнь сюрпризы преподносит. Мне удалось дважды взять интервью у руководителя Национального центра физики и математики, академика Сергеева. Вот с ним мы уже на эту тему дважды общались. Я думаю, что если он когда-нибудь найдет время зайти, он явно с огромным удовольствием эту тему продолжит. Это одно из таких столбовых направлений для вот нашего фантастического, на самом деле. Самый большой подарок к 75-летию Росатома – это решение Владимира Владимировича Путина о создании вот этого научного национального центра физики и математики в Большом Сарове. То есть рядом с КБ-11, но за периметром. Это открытый центр, заранее рассчитан на тесное международное сотрудничество, но он на день сегодняшний базируется на экспериментальной базе того, что находится внутри периметра. Тоже, наверное, стоило бы поговорить, а то многие стали забывать об этом проекте. За последние годы самое фантастическое, что произошло, государство пошло на это. Да, МГУ активнейшее участие принимает, создав там филиал. Ну, там сейчас в коллаборации уже больше 55 научных институтов. Я думал, что будут, ну, как обычно, научная ревность у вас получилась. Нет, все присоединяются, все охотно работают. И совершенно уникальный проект, действительно заслуживает отдельного рассказа. И самое интересное, я вот там побывал год назад где-то и пообщался с молодежью, это с аспирантами, магистрантами НЦФМ, МГУ Сарова. И очень интересно увидеть молодежь, которая поехала за наукой. Вот, ну, в принципе, в относительно небольшой город Саров, который обладает одной из самых современных инфраструктур с точки зрения лазерных технологий, суперкомпьютеров. Компьютеры там такие, что никому не снилось, и вот строящийся этот лазерный шарик, ну, там... Ну, это надо действительно рассказывать, потому что тем, кто не вовлечен в тему, понять, зачем нужен стальной шар огромного диаметра, в котором там 30 лазеров собрались, что надо, к чему это, надо шаг за шагом. Еще такое интересное направление – это медицина, в том числе ядерная медицина. Алексей Евгеньевич также представил технологии биопринтинга, работы с онкологическими заболеваниями. И вот в частности, что он сказал. На генном и клеточном уровне активизация собственных иммунных клеток человека в биореакторах, возвращение их в организм и работа уже на самых тяжелых завершающих стадиях совершенно другого качества для помощи онкобольным. То есть вот эти вот биопринтинг, биопечать, биопротезы и так далее, и так далее. Нам, наверное, надо кого-то из медиков сюда позвать, потому что меня вот здесь уже не хватает. Вот там, где физика, я еще понимаю, но вот теперь биореакторы появились. Вырастить мои клетки где-то в соседнем помещении, вернуть. Давай искать медика, ядерного медика. Я думаю, что, наверное, одна из редчайших специальностей пока.
Не очень понимаю, брать готового медика, отправлять его на учебу в МИФИ, или брать человека из МИФИ, отправлять в медицинский вуз? Вот как получить такого специалиста? Да, это инженеры называются, Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, это биоинженер. биоинженеры. Что-то такое совсем новое. Да. Ну и, конечно, были представлены темы космических технологий, нового материаловедения, освоения дальнего космоса. Но это все в режиме бегом-бегом, то есть одно время были опасения, что проект ЗЕВС, так называемый, то есть ядерный двигатель для дальних полетов, заглохло. Нет, оказывается, все живо. Совместный проект Росатома и Роскосмоса, двух наших ведущих научных корпораций, исключительных в том плане, что они не подчиняются правительству, они напрямую подчинены президенту Российской Федерации. И то, что они умеют работать совместно, не может не радовать на самом деле. Будем следить. Будем следить. Борис Ильич, давайте завершим нашу тему, наше общение темой человека. И такое даже модное слово человекоцентричности. Но, как мы знаем, Росатом заявляет о себе как корпорация знаний, где человек является главной ценностью, главным объектом работы. И это дословно сказал Алексей Евгеньевич. Сейчас Росатом работает более чем 100 опорными вузами. И он представил в том числе и школьные направления. Это школа Росатома, менделеевские классы, инженерные классы, атом-классы. То есть современному школьнику, конечно, повезло родиться в это время, потому что я помню 90-е годы, был дворец пионеров, были кружки, но были учебники, но технического обеспечения практически не было. Да, мы все изучали так сказать, в тетрадках, на доске, но сейчас, конечно, детям и школьникам уделяется большое внимание, и эти классы уже оснащаются чуть ли не 3D-принтерами. Я думаю, что это впереди, потому что направление композитных материалов, направление 3D-печати в Росатоме развивается, и развивается совершенно успешно. А что касается школы Росатома, на мой взгляд, действительно уникальный проект. Во-первых, надо было подготовить педагогов, чтобы они умели поймать таланты учеников 4-5 классов. Вот с этого уровня уже начинается. И последнее, что я слышал, они намерены эту методологию развивать для того, чтобы чуть ли не на уровне детского сада вылавливать детей, у которых есть склонность к точным наукам, к естественным наукам, с тем, чтобы вести через всю среднюю школу, для того, чтобы человек шел либо в науку, либо внутрь Росатома, как физик-атомщик. Да. И здесь позвольте мне зачитать прямые слова Алексея Евгеньевича. Вторая задача – это раскрытие человека внутри, во время работы. Показать, что он – центр нашей работы, и вокруг него весь атомный мир крутится. Я очень надеюсь, что эти слова отразятся на росте заработной платы сотрудников Росатома. Пока у нас зарплата инженера совпадает с зарплатой разносчика пиццы, у нас будут проблемы. Наверное, очень активного разносчика пиццы, они сейчас везде катаются и очень быстро, наверное, работают. Да, я уже общался с людьми, которые спрашивают, зачем я получал инженерное образование, если человек, который работает на логистике, на складе какой-то там продукции, получает ровно столько же, сколько я после 8 лет учебы, регулярного повышения квалификации и так далее, и так далее. Значит, мы же не деньгами все меряем же, да? Не спорю, если говорить о закрытых атомных городах, конечно. Там действительно огромная программа помощи молодым специалистам, да. И с жильем, и с обустройством, и в том числе помощь педагогам, которые идут в школы в городах Росатома. Городов Росатома, напомню, 31 на день сегодняшний, не знаю, пивек отнесли или нет. Один из наших очень больших городов, один из крупнейших, я бы сказал, на Чукотке, но Билибино однозначно. Так что Росатом не забывает о том, что действительно в каждом технологическом проекте главная составляющая – это люди. И это хорошо. Будем надеяться, что об этом не забудут. Будем надеяться, что значимость человека с образованием инженера будет в нашей стране оцениваться адекватно. И человека, прошедшего академическую школу 5, 10, 15 лет на стажировках до уровня специалиста, потому что ты не сразу можешь стать разносчиком пиццы. Чтобы стать атомщиком, тебе по минимуму нужно сейчас 10 лет работы со старшими наставниками, и только тогда ты можешь более-менее сказать, что...
Ну, будем надеяться, что Росатом обеспечит всех студентов возможностью производственной практики на строящихся атомных электростанциях, на работающих атомных электростанциях. Там, наверное, будет совпадать новые студенты, новые атомные электростанции, чтобы всем хватило места. Спасибо. Я думаю, что более подробный анализ, наверное, еще предстоит сделать. У нас сегодня получилось во многом эмоционально. Может быть, в следующий раз подготовимся и так поподробнее расскажем все, о чем нам удалось услышать из разговора президента корпорации, генерального директора корпорации Росатом и президента нашего государства. Обычно съемки значительно короче, и слух мы слышим значительно меньше. Не стоит забывать о том, что Росатом един, но в двух лицах. Мирный Росатом и не очень мирный Росатом, который не стесняется называть вещи своими именами. Ядерный оружейный комплекс он не пытается назвать ядерным оборонительным комплексом или еще какими-то странными словами. Так что то, что нам удалось услышать, больше, чем обычно, это хорошо. Спасибо, Павел, за участие. Надеюсь, не последняя встреча. Будем продолжать наш ликбез и информаторий. Вот, наверное, такое слово можно придумать. Пульс, атомный пульс планеты. Ну, давай так Слушайте попробуем. его. Ну, тогда, наверное, надо чаще встречаться, потому что пульс настолько активен, что раз в 2 недели мы за ним не успеваем. Всем спасибо за внимание. Большое.